Друзья, привет! Еще раз. Что-то произошло вообще непонятное. Какой-то глюк Ютуба. Выбросило меня, а вернуться я по той ссылке уже не смог. Мне видео не показывало. Окей, ничего. Технические проблемы случаются. Так, вопрос был, как масштабироваться в... Да, поставьте какой-то значок, если меня слышно. Как масштабироваться в товарной рекламе? Товарная реклама предназначена для удовлетворения спроса. Если спрос лимитированный, то вы если 100 человек ищет ваш товар, вы не сделаете 200 показов. Поэтому и правильное увеличение бюджета не помогает, люди не ищут. Поэтому для масштабирования необходимо выходить на людей, которые еще не знают о товаре. Да? Вот есть пирамида. Сверху люди, которые «хочу купить этот товар». Там, не знаю, какой-то там чехол для телефона новый, хочу купить вот этот противоударный чехол, они о нем знают, им показывается торговая. А дальше идут люди, их много, которые не знают о существовании и которые не знают о этом продукте, и, соответственно, они искать его не будут. И вот на таких людей уже не товарная реклама, а уже Performance Max, Discovery, YouTube реклама. Таким образом, резюмируя, масштабирование товарной рекламы происходит за счет других типов рекламных кампаний. А вот уже когда вы другими типами рекламных кампаний о товаре, об услуге расскажете, тогда начнет расти товарная реклама, когда люди начнут искать товар. Александра или Александр, Александр. Чому впродовж 2 тижнів з 18.10.23 Google Ads не публікує мої оголошення? Зверталась на гарячу лінію Google двічі. Сказали, що технічно все правильно. Надіслала електронний запит, отримала лист про реєстрацію звернення і далі тиша. Підкажіть, будь ласка, що робити? На жаль, на превеликий жаль, з новими аккаунтами Google буває така біда, що Google дуже повільно відповідає, якийсь там глюк ловить, тому, на жаль, тільки їх довбати. Тобто ми не можемо, у нас немає важелів, якщо щось заблоковано, його розблокувати. Довбати, писати, дзвонити. Про всяк випадок, перевірте, у нас в курсі Магія Google 4 є 5-й модуль, і один з уроків називається «Немає показів». І там я розказую про перевірки через менеджер правил, через чи є ключові, чи є оголошення. Зробіть цю перевірку зі свого боку і продовжуйте довбати Google. Так, Олександра. Якщо вартість конверсій в нашій сфері щодо окремих послуг відрізняється в 10 разів, то можливо краще робити окремі рекламні кампанії за кожною послугою? Так. Чи не буде ефективніше рост та Укргрупи оголошень за такою окремою послугою об'єднувати в одну компанію? Ні. Точніше так, може. Чи буде ефективно рост та Укргрупи оголошень? Ви мову задаєте на рівні групи, на рівні компанії. Якщо вам ок, що в одній компанії буде російсько-українська мова, оголошення по ключам відповідні рознесені, то ок. Але якщо ви зовсім не хочете міксувати жорстко, тоді треба 2 компанії з різними мовами. Дудкіна Олена. Доброго дня. Дякую, що запитали. Але в силу обставин. Все зрозуміло. Нема питань. Владимир. Игорь, доброго дня. Хотел создать в интернет-магазине недорогих автозапчастей рекламную кампанию Performance Max. Средний чек $25-50, доход $5-10. Шопинг выключать не планировал. Предполагаю P-Max сделать на отдельную группу товаров.
антифриза, или бренд, но не весь ассортимент. Думаю, что товары для рекламной кампании должны быть примерно с одинаковой маржой, конечно. Есть ли смысл на таких недорогих товарах запускаться? Есть. Шопинг не надо выключать? Не надо. Ну, 5-10 долларов маржи на товаре, если это не очень суперконкурентная сфера, можно запросто вытягивать. Но вы правильно подметили, да, группируйте, ну, чтобы у вас не было, что Performance Max работает в группе, где в одной компании Performance Max товар за 1000 долларов и товар за 10 долларов. Ну, оно будет вам давать, короче, не тех, кого вам надо. А так да, пробовать однозначно стоит. Вы все этот, как там говорят, правильно заданный вопрос содержит половину ответа. У вас ваш правильно заданный вопрос содержит весь ответ. Я с вами полностью согласен. Шопинг не выключать, эту пробовать, разносить по марже. Григорий. Добрый вечер. А, как можно настроить передачу ценности конверсии в Google Tag Manager для события покупка, настроенного с помощью тега Google S? К программисту обратитесь. Реально. Ну, возможно, если я сильно закопаюсь, то я через часа полтора-два найду, как это настроить. Но я, как и вы, как предприниматель, лучше эти полтора-два часа потратить на свой бизнес. Поэтому обратитесь к программисту, к разработчику. Григорий, в компании с максимальной эффективностью добавили новую настройку сигналов, темы поиска. Да. Тестировали ли вы работу с этой настройкой? Ничего она особо сейчас не дает. Она, смотрите, для чего, что такое темы поиска? Performance Max работает также и на поиске. И там многие жаловались, что возникает ситуация, например, я продаю гаечные ключи, а Performance Max мне начинает показывать по ключевым словам, там, ну, как вы из школы знаете, да, слова одинаковые по написанию, разные амонимы, по-моему, называется, да, начиная там, у меня гаечные ключи, оно меня показывает по запросам изготовить ключ для входной двери, ключи для замков, ключи там, не знаю, разводные, ключи птиц и так далее. Вот чтобы такого не было, если у вас настолько специфическое, если название вашего товара или услуги могут соответствовать товарам или услугам из других сфер, то вы темами блокируете. Но это пока сырой инструмент. Он для блокировки предназначен, показов, не для расширения. Григорий, как можно достучаться до поддержки? Это печально. Пару аккаунтов приостановлено. Поддержка у "Гугла" щас — это реальная боль. Это просто боль. Моя боль, всех боль. То есть даже там у меня на некоторых аккаунтах спенды по 5-7 миллионов долларов в месяц, и то не отве ну, раньше они отвечали. Во-первых, позвонить можно было, а так они отвечали в течение часа. Сейчас они по 2, по 3 дня могут отвечать на больших аккаунтах, на мелких вообще неделями, месяцами. Даю лайфхак. Даю лайфхак. Берете и пишите с другого языка. К примеру, вот в Британии, если я пишу на английском языке в техподдержку, выбираю язык английский, они мне отвечают на некоторых аккаунтах долго. Меняя на немецкий, отвечают через пару дней. На другие языки попробуйте. Немецкий, испанский. Решение немножко такое вот такое, Google переводчик, все дела, но быстрее получается. Вот реально и из Британии проще, на немецкой писать, быстрее отвечает. Ну вот, кто-то пишет, в англоязычную. В англоязычную, то есть из Украины, может, в англоязычную будет быстрее. Попробуйте другие языки. Так, Александр. Google Shopping. В компанії є статистика, сама компанія працює 2 місяці. Пару днів на тиждень, 6-7 конверсій. Потім просто витрачає кошти 4-5 днів. 600 гривень в день. На 1000 витрачених отримаємо 1500-2000 замовлень. Більше підняти не виходить. Як заміцнував ключі, де вартість конверсії була більша, ніж вартість товару. Підняв ставки. Стратегія максимум конверсії. Товар чоловічі светри.
Що можу порадити? По-перше, перейти на стратегію не максимум конверсій, а перейти на стратегію цільова ціна за конверсію, а ще краще налаштувати, попросити програмістів налаштувати електронну комерцію та перейти на цільова рентабельність інвестицій в рекламу. Так. Все, ви далі пишете. Я думаю, на поверненні так. Так. Не перестане. Якщо нормальну ціну поставити, не перестане. Просто я думаю, що таким чином я зменшу витрати і буду вірна ідея. Тобто максимум конверсії це типу 0 теж максимум. Переходьте на щось більш кероване. Сергей, можно ли отключить отображение поисковой рекламной кампании у партнеров Google после ее создания? Да. В компанию заходите, в настройки идете, партнеры отключить. Александр. В одной из видео компании наблюдаю кликов больше, чем просмотров. Как это возможно? В чем может быть проблема и как это исправить? Смотрите, смотря на каких цифрах. Если вы видите там один просмотр, 2 клика, то знайте, что на малых цифрах Google статистика глючит. Если вы видите, например, 2000 просмотров и 4000 кликов, это прям что-то из разряда, ну, то есть, если вопрос единиц десятков, или, например, вы увидели там 11 кликов на 10 просмотров, то это нормально. Google просто малые цифры не обрабатывает их точно. Если это вопрос в тысячах, например, 1200 кликов на 1000 просмотров, значит, или вы не смотрите не те параметры, возможно, вы дополнительные просмотры смотрите, возможно, ну, там же есть у видеокомпании разные типы просмотров. Или это не те просмотры, или это прямо из разряда чего-то невероятного. Я бы тогда, наверное, задал этот вопрос техподдержке на английском языке. Так, Александр. Настроил в сентябре компанию Discovery. Сначала шло 8-10 заявок в день. Сейчас, как из рога изобилия, 25 заявок в день. О, супер. Стоимость заявки осталась та же. Вообще великолепно. При этом ничего не оптимизировал. Все, что я сделал, увеличил дневной бюджет. Я правильно понимаю, что Google за эти 2 месяца обучился на ваших данных. То есть вам повезло, вот как я объясняю в одном из уроков, что вот есть масса людей. И если вы Google не задаете точные настройки аудитории, он их начинает искать, кому ж показать рекламу, кто ж купит. Он рано или поздно найдет, но он деньги ваши будет тратить, пока будет искать. А у вас он сразу же, получается, нашел сразу же нужных вам людей и сразу же приводит к вам клиентов. Поэтому супер, супер, великолепно. Александр, сколько видеокреативов оптимально держать в одной группе объявлений в рекламных кампаниях типа Skippable, InStream и InFeed? Я держу 4-5, где-то так. Александр, здравствуйте. Вопрос по видеокомпаниям Skippable InStream. При создании особой аудитории на основании интересов система указывает 10 миллионов в неделю. Но по факту пару центов. Показ на Англию. Повышение CPA не дает результата. При этом другая группа объявлений с другой аудиторией в этой же компании отключилась вполне хорошо. В чем может быть проблема? Проблема может быть в том, что этой аудитории именно то есть что именно это же аудитория по миру показывается, именно в Англии этой аудитории или меньше, или она дороже. Для теста можно снять ограничение стоимости конверсии, максимум конверсии поставить и посмотреть, что будет. Николай. Есть ли ограничения Google рекламы, БАДов или других продуктов MLM? Конечно. Есть ли условия, что можно предоставить для разрешения? Смотрите, Google работает согласно законов стран. В какой стране рекламируете, нужно читать законы этой страны. Или, если хотите в Гугле найти эту информацию, гуглите ограничения Google Ads. И так, вопросы. Какой именно форум вопрос задать? В чате учеников плюс
Короче, в чате учеников плюс рассылка с информацией. В чате учеников по-любому. Я сам видел этот пост с вопросами. Есть ли ограничения Google для рекламы БАДов? Да, я это ответил. По странам, зависит от стран. У Читать на сайте Гугла. Выбираете страну, ограничения, как там называется, правила в отношении рекламы, и читайте правила в отношении рекламы. Жандос. Добрый день, благодарю за курс, получил хороший буст. Супер, я рад. Если я делаю гиперсегментацию, одной группы, одно слово, и после получения результата у меня появляется показатель качества, порядок ключевых слов. Скажем, 30% из 100. 30, показатель качества от единицы до десятки, как 30%. Лучше вынести эти 30% рабочих ключевиков в новую компанию, нет, не факт, что они получат такой же показатель. Показатель качества динамичен в действующей компании. Да, динамичен. Меняется примерно раз в 2 недели. Если что-то меняется, через 2 недели где-то меняется. Смотрите, если вы и так сделали гиперсегментацию, то зачем вам что-то куда-то выносить, если вы можете с этой гиперсегментацией... Ну, я, честно, не люблю гиперсегментацию, но в некоторых нишах она работает хорошо. Поэтому зачем вам что-то выносить, если можно это внутри компании все запросто? Так. Роман. Google пропонує перейти із призначення ставки за клік вручну, як показано у курсі, на автоматичну стратегію цільова частка показів. Пропонує задати цільову частку зі звітів за час у мене частка показів. Запитання, чи варто змінювати стратегію? Ні, ні, ні і ще раз ні. Один з уроків називається «Ніколи не вір Гуглу». Ніколи. Все, що радить Google, вам не шкодить. Дивіться, от у нас десь 1000 учнів в чаті. От зараз скажу, десь 300 з них, перші 300, от які там ще 4 роки тому прийшли до мене. Якщо ви у них запитаєте, який ваш досвід з рекомендаціями від Гугла, вони вам дуже багато будуть розповідати. Дуже багато. Тобто, ті, хто хоч раз просто перекреслював всю рекламу, послухавши рекомендацію Гугла, вони вже ніколи не слухають. Тому просто даю вам ще раз нагадую: ніколи не слухайте, що пише Google. Цільова частка показів. Ну, або на своєму досвіді раз переконатись, злити гроші і перевірити. Не слухайте його. Александр, добрый вечер. Насколько я знаю, корректная цель при запуске медийной кампании очень важна. Мгм. Планирую трафик на подписную воронку. Там будут ссылки: Telegram, WhatsApp, Viber. Какую цель здесь создать? Нажатие на кнопку или переход в мессенджер? Но я понимаю, что самое адекватное — это страница «Спасибо». Есть ли в моем случае какой-то аналог посещения страницы «Спасибо»? Дам 2 ответа. Простой и сложный. Простой ответ: делайте, как вы написали, нажатие на кнопку Telegram, WhatsApp или Viber. Это простой. Если сложный, наверняка, давайте так, если сложный и вы используете один из сервисов чат-ботов, таких как ManyChat, для Телеграма, Ватсапа, Вайбера, то если сильно напрячь программиста, он может считать из куки гугловской данные идентификатора клиента, запулить их в чат-бот-сервис и оттуда оффлайн-конверсии передать. Но это если вы уж очень хорошего такого понимающего программиста найдете. Если нет, просто нажатие на кнопки. Ольга. Чому блокують Google Ads після того, як розблокували мерчант? Бо це Google. Як вийти з блоку? Адже це може бути безкінечно. Блок мерчанта, потім вуаля, розблокували, робиш оголошення і на тобі. Блок Google Ads. Дивіться, мій досвід, виключно мій, каже, що якщо сайт абсолютно білий, прозорий, і нічого там немає такого, що підозріло, дуже рідко такі ситуації виникають. Тобто завжди, коли виникає ситуація бана, щось там от трохи не так, ну от трохи, але з точки зору Гугла підозріло зазвичай.
немає рекомендації, типу, яку мені магічну кнопочку нажати, щоб мене Google не банив. Шукати. Дивіться, дуже важливо, що коли нам щось здається логічним, Гуглу з його західним мисленням це здається нелогічним. Нелогічним, абсолютно нелогічним. І підозрілим. От і все. Наприклад, ми там пропонуємо там оплату готівкою обрати. З точки зору західного світу, яка ще оплата готівкою, що це таке готівка? Це підозріло. Це дуже такий приблизний приклад. Але немає універсального рецепту. Копати, з'ясовувати, що не подобається, щоб все було чисто. Андрій, підкажіть, будь ласка, сайт двомовний Укр.ру. Рекламна кампанія має тоді бути на 2 мовах відповідно. На це є відповідь питання в курсі. Як бажаєте, можете міксувати, краще розділяти. Але клієнт хоче, щоб на ру-мові оголошення були українською мовою. Чи є це правильно і чи вплине це на показник якості? Відповідаю на питання, чи є це правильно. Згідно світогляду клієнту, це є правильно. Вплине на показник якості? Вплине. Буде нижче. Але якщо ви найманий фрілансер, найманий працівник, і ви тобто показник якості низький, це по шкалі від погано до добре, це там отут посередині. А невдоволений клієнт це внизу. Тому якщо клієнт хоче, треба робити, як він хоче. Ну, знизиться, ну то що знизиться. Александр, здравствуйте. Задача показать свою рекламу владельцам языковых школ. Как можно найти аудиторию владельцев языковых школ? Не знаю. Владельцы языковых школ. Как можно найти владельцев языковых школ? Ну, вам нужно анализировать, что они... Просто я не знаю ни одного знаю владельца языковой школы. Я не знаю, чем они живут. Начните, может, какой-то форум есть, чат для владельцев языковых школ. Может, они CRM какую-то специфическую используют. Если, например, они используют CRM, там, я не знаю, Language School CRM. Таргетироваться на тех, кто посещает сайт этой CRM. Если у них какой-то форум есть, по форуму. Если они, например, они, наверное, постоянно ищут преподавателей в свою школу, да? Да, наверное. Они, возможно, гуглят что-то типа найти репетитора. Ну, такое же гуглят. Ну, то есть ваша задача вжиться в роль владельца языковой школы, посмотреть его типичный день, какие сайты посещает, какие запросы вводит, какие приложения, какие программы, и понять, как вы можете отловить владельца языковой школы. Нет таргетинга, дай мне владельца языковой школы. Нужно выявить паттерны его поведения и по ним таргетироваться. Олег. Компания со стратегией целевая цена за конверсию, по словам, в широком соответствии. За первые 2 недели на отлично отработала. 182 конверсии, 100 гривен за конверсии, но после расширения ключевых слов что-то сломалось. И следующие 2 недели были такие. 63 конверсии по 265. То есть рекламная кампания сильно сдала в эффективности после успешных первых 15 дней. Причем ключевики, которые дают львиную долю конверсии. Что посоветуете? Запустить по новой или уменьшить стоимость конверсии? Что бы я сделал? Я бы взял ключи из этой компании на широкое, поисковые запросы посмотрел, и те, которые приносили самые крутые конверсии, вынес бы в отдельную компанию в точном соответствии. В отдельную. И их на ручных настройках запустил. То есть, типа, самое лучшее сливки в отдельную на ручных. А в этой компании я бы посмотрел пол, возраст, демография, какая приносила результаты, все, что не приносило, отключил бы. Аудитории в наблюдении, какие приносили результаты, все, что не приносило, отключил бы. Минус слова бы понаходил, которые вообще не приносили конверсии, поотключал бы. То есть удалил бы лишнее и дал второй шанс.
Олег, вопрос по регистрации конверсий. В кабинете Google зафиксировано 311 конверсий. Google пишет 245, реально 170. В один день кабинет Google зафиксировал 14 конверсий от одной заявки, которую поставил один пользователь. Почему такое может происходить и как это исправить? Во-первых, у вас в настройках конверсиях есть возможность выбрать, учитывать одну или каждую. Идете в настройки конверсии, выбираете, например, одну от пользователя. Как такое произошло? Человек страничку обновлял, скорее всего, вот оно и полетело. М, Но моя рекомендация — напрячь разработчика сайта, найти как бы где-то код недоустановлен, где-то он установлен не так. То есть у вас там 2 раза отличие. То есть что-то где-то не так. Но фикс минимальный — зайти в настройки конверсии и поставить "учитывать одно от пользователя". Олег, расскажите, как Google накапливает информацию для обучения умных стратегий? Какой срок годности имеет накопленная статистика? Если у меня есть компания, которая работала на стратегии максимум конверсии около года и накопила 1000 конверсий, но не работает последние 4 месяца, а что будет, если я запущу ее сейчас с теми же настройками? С нуля будет обучаться. У Гугла есть такая особенность, он в принципе у отключенных компаний не сохраняет конверсию. То есть смотрите, если вы, например, вместо того, чтобы отключать компанию, поставите бюджет $1, то все будет хорошо работать. Стоит вам на пару дней отключить рекламу, ее включить, начнутся полный разнос, разброс, заново выравнивание. Вот такая вот особенность. То есть ничего хорошего не будет. Ну, запустить можете, но это, в принципе, равноценно создать новую компанию. Олег, на курсе вы рассказываете, как для компании на поиске собирать и отслеживать аудиторию, но с лета Google перешел на Google Аналитику 4. Теперь пишет недопустимая аудитория. Как сейчас правильно собирать и отслеживать аудиторию на поиске? А зачем вам Google Аналитика для того, чтобы отслеживать аудиторию на поиске? Google Ads Tag есть, его ставите. Смотрите, то, что вы, наверное, невнимательно слушали. На курсе я говорю, что если вы работаете чисто с Google рекламой, вам аналитика особо не нужна. Все это можно внутри Google. Google тег устанавливаете, аудиторию ремаркетинга внутри Google Ads создаете. Все создается, вам не нужно Google Analytics 4. Так, Андрей, когда имеет смысл использовать в поисковых кампаниях аудитории? Как лучше создать? Имеет смысл тогда, когда а, у вас одни и те же ключевые слова могут вводить люди, кардинально разные люди, и вам их надо как-то отличать. Или для оптимизации. Как лучше создать верный специальный сегмент? На поиске специальные сегменты не работают. Я об этом говорил в курсе. На поиске специальные сегменты не работают. Не будет этого на поиске. Ваши рекомендации по созданию специальных сегментов. Мои рекомендации по созданию специальных сегментов есть в уроке курса, который называется «Специальные сегменты и аудитории». Э, Специальные сегменты не работают на поиске. Это второй нюанс. Так, вопросы из формы закончились. Читаю вопросы из чата. Так, на какой форум? Я сказал, в чат учеников приходит. Рекламируюсь на Украину. Сделал 2 кампании для браузеров на русском и украинском. После 4 месяцев оказалось, что кампания для укрязыка оказалась в разы менее эффективной, чем аналогичная для рус. Да. В чем причина? Причина в том, что в Украине люди чаще ищут на русском, чем на украинском. Вот и все. И даже те люди, которые в быту разговаривают на украинском, они часто ищут на русском. Вот и все. Ну, то есть мы можем сколько угодно там законов создавать, все, что хочешь, но статистика против математики не попрешь. Если один и тот же запрос смотришь в "Гугле" на русском, на украинском в Украине, на русском обычно в 4-5 раз больше, этой объема. Вот математика нам говорит так. Есть ли смысл объединить эти 2 компании и указать 2 языка в настройках, а объявление добавить? Смотрите, с точки зрения логики, математики, оптимизации смысл имеет. Но если вам еще ни разу не прилетал штраф от уповноваженого з прав людини, ой, извините, з прав мови, то вы поймете, что не имеет смысла. Мне уже 2 раза просто прилетал. У меня есть сайт на русском языке, на украинском, абсолютные копии.
Но вот, чиновники, они этих сайтов не видят. Они тебе пишут вот такое письмо с угрозами, что мы тебя там расстреляем, у тебя нет на украинском языке. Ты им кидаешь ссылку, говоришь: "А это что, блин? Вы, ну, на моем сайте нажмите кнопочку UA и будет украинский язык". Что вы х вот. Поэтому с точки зрения оптимизации настроек, да, есть смысл все в одно, 2 языковых варианта. С точки зрения того, что на вас кто-то пожалуется и, а, вам потом придет письмо от уповноваженного с прав мовы, не надо оно вам. Лучше пожертвовать оптимизацией, но как бы не вызывать прецедентов, чтобы, к тебе пристально смотрели. Обратились 2 разные компании по контекстной рекламе. Они конкуренты, но договорились работать по разным странам. Естественно, 2 счета. У них реклама, у них нет аккаунтов. Реклама почти одинакова. Бери, копируй. Как так? 2 разные компании, да, они конкуренты, но договорились работать по разным странам. Разные 2 аккаунта им создаете. По-любому разные 2 аккаунта. Вообще без разговоров разные 2 аккаунта. 2 разных аккаунта создаете. 2 разных счета. Они ж платят за рекламу. И компании. Все, ну, нельзя, ну, во-первых, смотрите, конкурентов смешивать незаконно. Не с точки зрения "Гугла", а с точки зрения закона. Даже если вы не подписывали NDA, но, ну, короче, не играйте с этим. Типа все в одно. Два разных аккаунта, 2 разных счета, 2 разные рекламные кампании. И я вам не советую, а, просто копировать, вставлять все как есть. Я вам советую все-таки какие-то правки вносить. Чисто вот с точки зрения чистоты ну, не эксперимента. Ну, есть какой-то, я не юрист, но у меня какое-то внутреннее ощущение есть, что если взять вот так вот тупо скопировать одинаковую рекламу на 2 конкурентах, и кто-то из них потом окажется недовольным очень, то могут они, наехать. Не знаю, четко как не скажу, но я бы разные, ну, один в один не делал бы. Так, окей. Если вопросов больше нет, если вопросов больше нет, то будем заканчивать. Если вопросы есть, пишите их вот сюда в чат. Если вопросов нет, будем заканчивать. Жду еще пару минут и все. Похоже, вопросов нет, да? Все. Вопросов нет. Всем пока. Увидимся. О, вопрос. Давайте вот, у Дмитрия вопрос. Я пока его читаю. И у всех, у кого еще есть вопросы, их задавайте. И если я читаю Дмитрия вопрос, отвечаю, ничего нового не появляется, мы заканчиваем. Потому что, получается, я 2 минуты рассказываю, дайте вопросы, потом прилетает. Сделал прогноз бюджета по вашему курсу. Локация Бруклин, стратегия Manual CPC, ниша спортклуб. По факту клик выше прогноза в 2-3 раза. Снижаешь, то Google не дает охватов. Почему такая разница? Во-первых, Google показывает статистику от до. Если ниже 2-3 раза, есть вопросы, пишите сразу вопросы, пишите. 2-3 раза снижаешь, то Google не дает охватов. Вот тут вопрос к Гуглу. Почему он показывает? Ну, в подавляющем большинстве сфер цена, которую он показывает, плюс-минус такая же, которая есть на самом деле. Плюс-минус. В 2-3 раза я прям такого не помню, чтобы в 2-3 раза повышалось. Вопрос к Гуглу. Не знаю почему.
конкуренция изменилась, ключевое слово другое, может, настройки чуть-чуть другие, может, еще что-то, непонятно. Очень нужна реклама именно в "Вайбере". Объявление 10 из 10. Вроде все ок. "Гуглу" разрешение на любую цену. Рекламы нет. А, я так понимаю, вы создали медийную компанию, КМС-компанию. В качестве места размещения указали "Вайбер", и не оставили никаких, других ограничений. Ага. Смотрите, КМС — это такая устаревающая штука, Google ее все меньше и меньше поддерживает. Ее с толкача надо запускать. Сначала пустите без указания, без ограничения только в "Вайбере" показывать. Пусть денек покажет, где хочет, а потом поставьте "Вайбер", и оно уже, лучше заработает. Игорь, используешь ли ты SEMrush или Ahrefs? Неа. Для понимания цены за клик. Для понимания цены за клик я использую эксперимент. То есть, беру, запускаю и через полчаса смотрю, что там с ценами за клик. Ну, потому что все инструменты, даже Keyword Planner, они примерные. Вон у Дмитрия в 2-3 раза отличается. То есть все это у "Гугла" вилами по воде писано. Поэтому, эксперимент самое лучшее. Ну, то есть есть, да, 2 категории людей. Первая категория, 2 подхода к Google рекламе. Первая категория — это очень-очень долго готовиться, пробовать в SEMrush, Ahrefs, все сервисы, изучать, в таблички вносить, чтобы потом запустить идеально. Но по факту он оказывается очень неидеально. Вторая категория, вот мой подход: взять и сделать. Вместо того, чтобы изучать, выносить таблички, лупануть рекламу по этим запросам, потратить там 20, 30, $50, может даже 100, получить реальные цифры, реальные CTR, все реально, твоя ниша, твой объем, все для тебя, и дальше уже решать. Я за такой подход. Так, если я единственный рекламодатель по данному ключу, как Google определяет ставку для меня? По своему внутреннему усмотрению. То есть он смотрит ставку среднюю по нише, среднюю по стране. Ну, то есть, смотрите, если вы, например, единственный рекламодатель по данному ключу в Украине, то я думаю, где-то от 50 копеек до 3 гривен за клик будет на глаз. Если вы единственный рекламодатель по ключевому слову в США, от доллара до 5 будет. Если вы единственный рекламодатель по ключевому слову в Индии, 2-5 центов будет. То есть Google смотрит страна, сфера и примерно дает оценку. То есть там алгоритм оценивания средневзвешенный. Большая разница в количестве просмотров на рекламном ролике и количестве просмотров в творческом студии. В тысячах сталкивались? А я их никогда не сравнивал, мне в голову не приходило сравнивать. У меня логика такая: если оно мне деньги приносит, пусть сколько угодно будет просмотров. Но вообще, по идее, разные методы оценки. Смотрите, в творческой студии YouTube оценивает показы объекта ролик, загруженного на канал по ссылке. В Google Ads Google оценивает количество показов рекламного объявления, загруженного по ссылке из YouTube в момент показа. То есть, я думаю, разница в методах оценки. То есть начать с меньшей ставки и на повышение? Мгм, да. После старта кампании, когда вы включаете эксперимент? Какой эксперимент? Если вы имеете в виду эксперименты, проекты экспериментов в компаниях, тогда, когда в этом есть необходимость. Не всегда в этом есть необходимость. То есть необходимость есть тогда, когда у меня есть гипотеза, что в компании есть настройки какие-то, которые нужно протестировать, например, стратегию назначения ставок. Тогда я жду, ну, как минимум, наверное, 2 недели, чтобы накопил. Но опять же, не понимайте меня буквально, 2 недели. А у кого-то за 2 недели было 2 клика. И что, включать ему эксперимент? Ну нет, конечно.
А у кого-то за один день 1,5 миллиона кликов. Так ему не надо 2 недели ждать, ему уже сегодня можно пускать. Когда накопится достаточное количество статистики для ее достоверности, можно запускать эксперимент. Так, при старте PMAX правильно ли запускать без сигналов? Нет, нет правильного. И так попробуйте. Вам же в PMAX никто не запрещает создать 2 группы объектов, одну без сигналов, одну с сигналами. Ну, нет понятия правильно. Нет правил. Это не шахматы. Вот в шахматы, вот вы меня спросили, Игорь, конь, лошадь ходит буквой Г. Правильно? Я бы сказал, да, это правильно, это правило. Пешка не может ходить назад. Правильно? Да, это правило. В Google Ads есть правила, обусловленные законом. Нельзя там матюки писать, продавать нехорошие вещи. Но по запуску нет, я не считаю, что правильно так. И так можно. Можно 2 группы в одной компании и без проблем. Окей. Вопросов больше нет. Увидимся на следующем вебинаре. Всем пока.